Добровольцы, встречайте, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Добрый день, дорогие друзья! Очень рад вас всех видеть в Москве. Мы совсем недавно начали отмечать этот день, День добровольца. Хотел сказать праздник, но как-то не очень вяжется с вашей деятельностью слово «праздник», потому что хорошо известно, что вы работаете всегда. И по праздникам, и по будним дням. Всегда там и тогда, где нужна ваша помощь. Спасибо. Но за это время, с 2017 года, произошли в обществе такие серьезные изменения, они зримые абсолютно. Что имею в виду? 2/3 наших граждан занимаются волонтерской, добровольческой деятельностью. Но когда думаешь об этом, 2/3 всего населения, то приходит в голову очень простая мысль. Она заключается в том, что это не что-то новое, а это возрождение старых традиций народов нашей страны. Потому что милосердие, поддержка тех, кто нуждается в этой поддержке, она всегда, веками присутствовала в сердцах наших людей, на территории всей необъятной нашей огромной Родины. А то, что этим занимаются молодые люди, это вдвойне, втройне важно, поскольку это значит, что молодые поколения подхватывают то, что было в душе у наших предков, у наших дедушек, бабушек, прадедушек и так далее. Чрезвычайно важная вещь. Это укрепляет нашу страну изнутри. На что обратил внимание? Вот сейчас за моей спиной есть люди, которые сами прошли через тяжелые испытания в новых исторически старых наших регионах, сами прошли, повторяю, через тяжелые страницы своей собственной жизни, жизни своих близких, друзей, родственников, а потом, когда возникла ситуация не менее сложные в приграничных районах, поехали туда, чтобы использовать свой опыт поддержки и помощи людям. Вы знаете, важно и то, что оказывается реальная помощь, но важно и содержательная сторона этого дела. Важна сама помощь. Она подчеркивает, что все мы одна большая, мощная, сплоченная семья. И в этом залог всех наших успехов, в том числе и на фронте. И приятно, что что вы занимаетесь этой деятельностью практически во всех сферах. Конечно, сегодня особое значение имеет поддержка наших ребят в зоне боевых действий, на линии боевого соприкосновения. Поэтому, во-первых, я знаю, что это небезопасно. И низко склоняю голову перед памятью тех, кто отдал даже свои жизни в ходе этой работы, в ходе вашей работы, в ходе такой работы, которую вы осуществляете. А такие есть, к сожалению, но это тоже иногда случается. Очень важно, что вы поднимаете и такой пласт, как отношение общества, в том числе и самых маленьких наших граждан, на моральную поддержку наших ребят. Вот эти более чем 3 миллиона писем, которые направляются в зону боевых действий, вы же знаете это, солдаты на сердце носят. Вот сейчас мне рассказывали, видеоматериалы посылают ребятишки маленькие в поддержку. Ну, и оттуда ответ приходит, обратная связь приходит. Очень здорово. О семьях надо всегда заботиться, никогда не забывать об этом. Но не только это. У нас большая страна, и как в любой большой стране много вопросов и проблем, которые требуют внимания и поддержки неравнодушных, таких, как вы, людей. Имею в виду и экологию, имею в виду помощь, вот сейчас мне тоже рассказывали, бездомным животным, поддержка и помощь людям, которые нуждаются в медицинском сопровождении. Да много ли таких, много ли или мало таких вопросов? Их море. И всегда очень важно чувствовать любому человеку, который нуждается в поддержке, что рядом есть неравнодушные люди, помощь и поддержка, как говорят в армии, локтевая связь между теми, кто рядом стоит. Поэтому вот очень хорошо, что вы это делаете и заражаете этой работой еще сотни тысяч, а может быть и миллионы людей. Знаю, что это совпало в этом году с Днем
волонтера и добровольца, который мы проводим в рамках Содружества независимых государств. Я хочу всех наших друзей и коллег из СНГ поприветствовать. Скоро у нас неформальный саммит будет СНГ, такой уже традиционный, предновогодний. Обязательно тоже поговорим и на эту тему. Подумаем все вместе о том, что нужно сделать дополнительно, чтобы поддержать вашу работу и ваши усилия. Но и не скрою, даже был удивлен географией и количеством участников конкурса волонтерского. 50 тысяч заявок, представители 142 стран, причем из Северной Америки, из Латинской Америки, из Европы, из Африки, из Азии. Столько людей приняли участие в этом конкурсе. Это показатель того, что такая деятельность, такая благородная миссия, которую вы осуществляете и реализуете, без всяких сомнений, не имеет никаких границ. И это то, что объединяет весь мир. За это тоже хочу вас поблагодарить и поприветствовать всех, без исключения участников этого конкурса. И сейчас мы перейдем к самому торжественному моменту, это к награждению победителей. Спасибо вам большое. Удачи. Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим по традиции вас наградить волонтера года. И волонтером года 2024 становится Мария Карпенко, город Курчатов Курской области. Ее фонд «Вторая жизнь» объединяет более 10 тысяч волонтеров. Благодаря Марии и ее команде изготовлено более 1000 квадратных метров маскировочных сетей. Собрано и доставлено в зону СВО 15 тонн гуманитарных грузов. Мария с риском для жизни участвовала в эвакуации жителей Суджи и смогла вывести более 120 человек. Мария – пример и гордость волонтерского движения нашей страны. Мария, вам слово. Большое спасибо за оказанную честь, но один в поле не воин. Эта награда заслужена потом и кровью огромного количества волонтеров движения «Вторая жизнь» из города Курчатов. Извините, человек не публичный, момент очень волнительный. Я очень хочу поблагодарить наших тружениц и тружеников тыла и, конечно, наших фронтовых волонтеров. И очень хочу поблагодарить Ассоциацию волонтеров СВО из города Новороссийска, которая в самый нужный момент пришла к нам на помощь, когда в Курской области было очень страшно. И до сих пор они остаются нам опорой и поддержкой. А также, Владимир Владимирович, я очень хочу поблагодарить вас и поздравить вас с праздником, потому что только поистине волонтерское сердце, которое пылает любовью к родине, к людям и ко всему сущему, может взять на себя такую ответственность и завалить такой груз на свои плечи. Мы вас любим, мы с вами, и мы вместе. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, 22 августа 2024 года в соответствии с вашим указом Ордена Мужества был удостоен волонтер Народного фронта, представитель Центра тактической подготовки «Архангел» Федор Геращенко, который проявил мужество и самоотверженность при эвакуации жителей Курской области. Федор сегодня находится с нами. Для нас будет большой честью, если вы вручите Федору Геращенко Орден Мужества сегодня на сцене в присутствии его товарищей, участников международного форума «Мы вместе». Федор, вам слово. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, для меня очень гордостно и большая честь получать такую высокую награду. Честно сказать, стоять на сцене мне не впервые, у меня даже позывной артист. И я люблю стоять на сцене, но, честно признаюсь, в таком амплуа я даже не думал, что мне когда-то посчастливится быть. И в таких случаях говорят спасибо. И я бы хотел сказать в первую очередь спасибо тем людям, которые стоят за моей спиной, тем людям, которые меня всегда поддерживают, которые ждут меня всегда и видят
полную мою вовлеченность в этот процесс. В первую очередь это моя семья. Спасибо моей жене, моим 3 дочерям, которые всегда трепетно ждут меня дома. Хотел сказать еще спасибо моим родителям, которые, я думаю, воспитали из меня настоящего мужчину. Вот даже мужика дали подтверждение этому. И хочу сказать большое спасибо моей команде «Архангелов», которая изо дня в день трудится для того, чтобы люди, каждый человек в нашей стране умел оказать помощь своему ближнему, спасти ему жизнь. И как можно больше наших ребят вернулись из зоны специальной военной операции живыми и здоровыми. Также хотел сказать спасибо команде Народного фронта. Это команда сильных и, главное, правильно замотивированных людей. И, конечно же, вам, Владимир Владимирович, спасибо большое за то, что вы выбираете правильный путь для нашей страны. Мы с вами, товарищ главнокомандующий, и с нами Бог, всех победим. Я только что, выступая перед вами, со словами благодарности обратился к тем волонтерам, которые, рискуя собой, своей жизнью, своим здоровьем, оказывают помощь другим. Вот Федор один из таких. Он сейчас вспомнил про своих близких, которые ждут его. И очень правильно, потому что много раз я бы говорил, а все вы это прекрасно понимаете, все идет из семьи. С первых дней жизни человека родители закладывают в него основополагающие принципы, на которых будет основана вся его последующая жизнь. Вот я когда говорил о том, что люди рискуют собой, хотел бы вспомнить и о том, что произошло с сегодняшним нашим награжденным юбиляром. Они, оказывая помощь втроем, попали под обстрел, и 2 его товарища погибли, а он получил серьезные ранения. И Федор, конечно, правильно сделал, что вспомнил о своих родственниках. А я хочу, чтобы мы никогда не забывали и о тех ребят, которых с нами сегодня нет, и о их близких. Низкий им поклон. На уровне правительства и регионов Российской Федерации звучит так очень по-будничному, но тем не менее это важно. Хочу, чтобы и их близкие тех ребят, с которыми Федор выполнял свой долг, не были забыты ни федеральными органами власти, ни региональными. Еще раз низкий поклон им, слова благодарности всем людям, которые исполняют свой долг перед нашим своим Отечеством. Поздравляю вас с Днем волонтера и добровольца. Всего хорошего. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо вам, Владимир Владимирович, что сегодня с нами.